Роттердам совсем не похож на типичные голландские города с маленькими, узкими, уходящими ввысь домиками. Здесь нет привычного вида каналов, таких как в Амстердаме, зато много небоскребов и причудливых ультрасовременных построек. Итак, знакомьтесь, самый необычный город Нидерландов – Роттердам. Каким его можно увидеть, приехав на один день? Что поразило, что удивило, а что показалось не совсем понятным? Покажу самые интересные достопримечательности и расскажу необычные факты о городе. Если заинтересовало, то присоединяйтесь. Итак, вокзал Роттердама очень технологичный и современный, такой же, как и сам город. Нынешнее здание вокзала было официально открыто в марте 2014 года на месте снесенного в 2008 году старого вокзала, который уже не отвечал современным требованиям. Из необычных для нас фактов, на южной стороне вокзала находится подземная парковка для более чем 5000 велосипедов. Первое упоминание о поселении здесь появляются в документах от 1283 года. Город получается с историей, но, увы, в нем почти не осталось ничего исторического. Город состоит из ультрасовременных построек и небоскребов, и этому есть объяснение. После вторжения немецкой армии в 1940 году центр города подвергся тотальному уничтожению. Немецкая авиация сбросила на него около 97 тонн бомб, в основном на центр города. Всему виной расположенный здесь самый большой в Европе, на тот момент и в мире, порт, который был стратегически важным объектом. И после окончания войны местные власти решили не восстанавливать старинные здания. Они решили возвести новый современный город. Именно поэтому Роттердам стал площадкой для реализации самых смелых архитектурных идей. Поэтому город такой современный и совсем не похож на старинные домики Амстердама, Гааги и Дельфта, например. А все, что построено, это создано в 20 веке. Так что если вы приехали в Роттердам, то будьте уверены, все самое современное и технологичное в архитектурном плане вы увидите здесь. Необычные и сразу не совсем понятные скульптуры и инсталляции. Но вот тут все понятно. Скульптура, например, посвящена женским волосам. Но это не точно, если что. Так что город превратил свои улицы в выставку современного искусства. Концентрация арт-объектов в некоторых местах города может дать фору любому музею. Так что если вы в Роттердаме, готовьтесь удивляться. Здесь расположены известные на весь мир архитектурные фирмы ОМА, МВРДВ и является вторым по количеству жителей города в Нидерландах после Амстердама. Численность населения более 620 тысяч человек. Каждый год город посещает около 4 миллионов туристов. Не они ли оставили обувь на память, чтобы обязательно вернуться? Роттердам является негласным центром урбанистики и архитектуры, и его часто называют городом будущего. Ведь самые инновационные проекты Нидерландов тестируются и запускаются именно здесь. И уже потом они адаптируются в Амстердаме, Гааге, Утрехте и других городах. Обратите внимание, интересная надпись на здании. В будущем каждый станет всемирно известным за 15 минут. Это цитата, которая была, вероятно, взята из брошюры 1968 года к выставке Энди Орхола. Появилась за десятилетия до появления реалити-шоу, видеоблогов или первых социальных сетей. Так что довольно пророческое заявление для 1968 года, как сейчас оказалось. Еще одна необычная скульптурная композиция довольно знаменита в Роттердаме. Композиция называется «Каскад». Весьма провокационное представление, вытекающее из бочек нефти в виде человеческих фигур. Намек на то, что экология подвергается загрязнению и делает это человек. Выполнена, правда, из полиэстера, как-то не слишком экологично получилось, но это если придираться. А вообще 8-метровая скульптура – это 18 установленных друг на друга бочек из-под нефти, и словно водопад они образуют монументальную колонну. Композиция «Каскад» производит очень сильное впечатление вблизи. В 2015 году Роттердам получил награду по урбанистике и звание Европейского города года. Яркий и динамичный – это город смелых архитектурных экспериментов и морской романтики. В солнечный день он прекрасен, но погода здесь переменчивая, через 5 минут может уже начаться дождь. Но согласитесь, что некоторые постройки города выглядят весьма футуристично.
Через пару минут уже начался дождь, и мы зашли в книжный, чтобы переждать. И я хочу вам показать вот такой конструктор, который можно купить, самому собрать и установить между книгами в книжном шкафу. Представляете, как намек, что между страниц скрыт целый мир. Очень понравилось. Там есть место для батареек, и все это с подсветкой в темноте. Представляете, как здорово. Дождь снова закончился, и мы идем дальше. Самое большое зеркало в Роттердаме. Вот что можно услышать об этом здании. В 1920 году фирма МВРДВ закончила строительство нового хранилища музея Бойманса ван Бёнингена, одной из крупнейших художественных галерей Голландии. Здание представляет из себя семиэтажную бетонную сферу. Фасад полностью трехмерный, сделан в 3D, включая двери, и облицован более чем 1500 изогнутыми зеркальными стеклянными панелями в 26 горизонтальных рядов. А вершина этой сферической конструкции плоская, и на крыше сад, скульптуры и ресторан. Со стороны все это похоже на гигантскую чашку, из которой растет лес. В здании можно хранить свои коллекции живописи, например, и это привлекает владельцев коллекций. Идеальные музейные условия хранения и возможность всегда посетить свои сокровища. Здание, собственно, и строилось для того, чтобы оказывать подобную коммерческую услугу. Но все, оторваться невозможно. Если бы не дождь, конечно, мы бы зависли здесь надолго, потому что это очень интересно, фотографироваться, видеть себя в идеальном таком чистом стекле. Но все заканчивается, меня ждет новое интересное здание, не раз увиденное в рекламах. Это жилой дом под названием Маркт Холл. Здесь на канале рядом тренировочный бассейн для серфингистов, создается искусственная волна, и каждый желающий может потренироваться. Но, конечно же, не осенью, слишком холодно. И Маркт Холл стал новым символом города. Мало того, что это первый крытый рынок в Нидерландах, по строгим европейским нормам продажа свежей и охлажденной пищи на открытом воздухе теперь в Нидерландах запрещена. Так что это еще и первый в мире случай слияния многоквартирного дома и продовольственного рынка с ресторанами, супермаркетом и подземной парковкой. У меня на канале есть видео, где я показываю, как это здание выглядит в миниатюре в Гаагском парке миниатюр, который называется Мадюродам. Ну и теперь, конечно же, интересно посмотреть, как это здание выглядит в натуральную, так сказать, величину. Помимо рынка в здании есть 228 квартир, и у каждой есть широкая терраса с видом на город. И вдобавок к этому у половины всех квартир есть окна, которые выходят вот именно внутрь, на рынок. Это окна с тройным остеклением и с хорошей изоляцией звуков и запахов. Сейчас зайдем, и я покажу вам это все изнутри. Здание строили 10 лет, и результат, конечно, превзошел все ожидания, даже ожидания архитекторов и оформителей. Оформлением Маркт-холла занимался художник Арно Коэнен. На своде изображено все, что связано с рогом изобилия. Фрукты, овощи, колосья, рыбы, цветы, насекомые. Художник говорил, что хотел вызвать у посетителей детское ощущение чуда. И для того, чтобы воплотить эту идею, пришлось обращаться к студии Pixar, той самой, которая выпускает всеми нами любимые мультфильмы, в том числе, потому что только у Pixar было оборудование, чтобы так реалистично воплотить эту идею в жизнь. Так что иногда можно услышать, что Маркт-холл называют роттердамской современной Сикстинской капеллой. И, конечно же, ночная подсветка очень красиво и ярко передает эту всю картину. Но главная визитка Роттердама – это творение нидерландского архитектора Пита Блома – кубические дома. Что из себя представляют кубические дома в Роттердаме? Это ряд из 38 домов, соединенных в единое сооружение. Самые первые кубические дома появились в городе Хелманде еще в первой половине 70-х годов, а Роттердам этот жилой комплекс украсил в 1984 году. Представляете, насколько футуристично это выглядело тогда? И тогда они распродавались по бросовым буквально ценам, но никто не хотел покупать. Настолько это было необычное жилье, и непонятно было, как там жить, потому что в доме Кубе необычно все. Начать с того, что наклонные стены трехэтажной постройки делают непригодной для использования четверть жилого пространства, а высота потолка в некоторых местах этой чудо-конструкции всего 1,5 метра. Другими словами, чтобы привыкнуть к подобному жилью, требуется длительное время.
Радикальным решением архитектора Блома было то, что он установил куб дома не на грань, как обычно, а на вершину. И у этой вершины он опирается зрительно как бы на шестигранный пилон. Творчество Блома получило противоречивые оценки. С одной стороны, его идеи не нашли дальнейшего распространения и зачастую критикуются профессионалами, а с другой стороны, хозяева кубических домов не торопятся расставаться с ними, а растущий поток туристов и тысячи фотографий в социальных сетях только упрочивают славу этого места. Некоторые жильцы даже предлагают экскурсии по своим неординарным жилищам, а дома состоят из 3 этажей. Цокольный этаж – это вход, на 1 этаже гостиная с кухней, на 2 этаже 2 спальни с ванной комнатой, а на верхнем этаже иногда даже разбивают небольшой сад. Стены и окна наклонены по отношению к полу под углом в 54,7 градусов, и общая площадь квартир здесь составляет около 100 метров квадратных на одну квартиру. Однако около четверти пространства, как я уже говорила, является непригодным для использования именно из-за этих наклонных стен. В Нидерландах очень много авангардных построек. Это вообще страна, в которой у любого архитектора перехватывает дыхание от смелости воплощенных проектов. Но даже самые избалованные авангардные архитектурой нидерландцы считают, что кубические дома не безупречны по своей идее. В общем, к ним неоднозначное отношение до сих пор, хотя они украшают город уже более 40 лет. Но архитектор Блом к его чести озаботился также инфраструктурой этого места. Все домики в совокупности образуют небольшую как бы деревню в городе, поэтому там внутри есть магазины, предприятия, школа, детская игровая площадка внизу. Известный факт, что окружающее пространство очень сильно влияет на эмоциональное состояние человека и насколько комфортно себя чувствовать внутри своего кубического дома, где большинство стен наклонено под углом, или такая жизнь станет похожей на психологическую пытку. Сложно сказать. Путешественники, которые останавливаются здесь в хостеле, который устроен в одном из таких кубов, часто описывают свой опыт как интересно, но очень неудобно. И не знаю, насколько комфортно жителям теснота окон, которые почти примыкают друг к другу. А вы что думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Следующая достопримечательность находится на соседней улице. И, честно сказать, я очень рада была увидеть что-то традиционно вертикально-горизонтальное относительно земли. Витте Хёйнс. Это один из первых небоскребов Европы и одно из немногих исторических зданий города, уцелевших во время бомбардировки 1940-го. Он появился в Роттердаме в конце XIX века и создан и построен дом в 1898 году голландским архитектором Вильямом Маленбруком, уже с упором на новый стиль арт-нуво. Его высота 43 метра, 10 этажей, и сделали его на момент постройки первым голландским небоскребом и самым высоким зданием в Европе. Несмотря на свой солидный возраст, с годами эта 43-метровая цементно-кирпичная постройка на свайном фундаменте не утратила своей нарядности. Облицованное разноцветной глазированной плиткой, здание украшено боковыми башенками, а на уровне 2-го этажа установлены скульптуры. Интересно, что здание уже изначально было спроектировано для размещения офисов и аренды. Сразу планировалось открыть магазины, ресторан на 1-м этаже и 2-м, а также офисы на верхних этажах. А другой занимательный факт, что площадка этого дома расположена всего в 1 метре над уровнем моря. И казалось бы, что земля не способна выдержать такой вес здания. Поэтому перед строительством голландцы вбили в землю 1000 свай. Этот дом оборудован всеми удобствами, есть центральное отопление, электрическое и газовое освещение, телефонная станция, а также в нем был лифт, который в то время считался очень современным. Ну, конечно, сейчас уже немного заменили. Хотя в этом памятнике архитектуры модерна расположены офисные помещения, увидеть его изнутри может каждый. На верхнем этаже постройки есть смотровая площадка, с которой открывается великолепная городская панорама, и кроме этого на 1-м этаже работает ресторан, где можно перекусить.
Сейчас это здание кажется крошечным по сравнению со стоящими рядом другими современными небоскребами, но на конец XIX века это здание было очень важным для современной архитектуры Роттердама. Его привлекательные, элегантные, почти сказочные особенности скульптуры и архитектуры способствовали тому, что он стал объектом голландского национального наследия в 1986 году. И рядом с этим зданием расположен один из самых знаменитых мостов Роттердама – мост Вильямсбрук. Эта изящная 318-метровая вантовая конструкция красного цвета украсила город в начале 1980-х. Свое название мост получил в честь короля Уильяма III, который был внуком российского императора Павла I. Особенно приятно гулять с подарками моста с наступлением темноты, любуясь панорамными видами и ощущая магию вечернего города. И хотя мост расположен на реке Неве-Маас, сам по себе является достопримечательностью. Он заменил устаревший мост, который был на его месте ранее, но при строительстве все же не учли габариты танкеров с контейнерами, которые идут в порт Роттердама. И нередки случаи, когда контейнеровозы врезаются в мост. Последний такой случай был в 1924 году, когда контейнеровоз Моника Деймон потерял 3 контейнера, задев мост. Город с его архитектурными постройками настолько необычны, что слова «каналы», «тюльпаны», «мельницы» – это не про Роттердам. Например, факт, который меня очень поразил, что в Роттердаме, так же как и в других городах по всей стране, нет ни одного бездомного животного. Что очень удивляет и, конечно, радует. Почти каждое животное здесь имеет хозяина, а случаи жестокого обращения с питомцами быстро расследуются. Как удалось добиться такого результата? Ответ в комплексной системе законов, программ и культурной ответственности. Например, есть специальный отдел полиции, который расследует вот эти случаи обращения с животными. Нарушение закона о защите животных грозит штрафами на минуточку в 90 тысяч евро или лишением свободы на 5 лет. И в Нидерландах, и в Роттердаме в частности, город – это для людей. Есть светофоры, которые дают преимущество велосипедистам и пешеходам во время дождя, то есть они перестраиваются во время дождя, чтобы удлинить время перехода. Роттердам мне понравился. Его можно охарактеризовать как город будущего, чистый, аккуратный и очень футуристичный. Если вам понравилось видео и было интересно, не забывайте ставить лайки. Это ваше маленькое спасибо мне. Пишите свои комментарии, мнения, всем будет интересно почитать. Ну а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока!